кто сегодня с нами, и хотел бы представить, кто будет сегодня участвовать, кто будет спикер и о чем мы поговорим. Хотел бы представить наших партнеров, компании PPS, производитель уборочного инвентаря, соответствует всем требованиям GMP, и собственник компании, генеральный директор Дмитрий Фенинг. Его ассистент, маркетинг-менеджер Юлия Кун. Она будет переводить сегодня презентацию. Если есть какие-то вопросы, то просим всегда активно участвовать и господину Фенингу задавать вопросы. У Фенинга компании очень большой опыт. Это лидер на немецком рынке по производителю инвентаря для чистых помещений, для GMP, для клининговых компаний, для систем подготовки мопов. Вторая часть нашего семинара будет посвящена профессиональной стирке мопов. Здесь наши партнеры компания Electrolux. Компания Electrolux расскажет, как стирать мопы, какое использовать оборудование, как продлить срок службы. И здесь представитель компании Electrolux Владимир Агибалов. Также представляю компанию Киль, эксперт по клинингу компании Киль, Голубцов Иван. Он расскажет, чем стирать мопы, как проводить дезинфекцию мопов, как продлить срок службы мопов. И тоже, если у вас какие-то есть вопросы, всегда задавайте, мы на них будем отвечать. Ну а сейчас слово даю Юлии. Компания Фенинг начнет презентацию и расскажет, что такое GMP, что такое чистое помещение и как клининговые компании должны по этому стандарту работать. Спасибо большое. Добро пожаловать. Мы очень рады, что вы сегодня слушаете нас. Начинаем презентацию по-английски. Если будут вопросы, я могу переводить на русский. То есть презентация содержит субтитры на русском языке, чтобы было более понятно. И Виктор Фенинг будет вам рассказывать про стандарты GMP и как их применять в чистых помещениях. Будем начинать. Yeah, so a warm welcome from my side. I'm very proud to hold this lecture here today in Moscow on GMP-conform cleaning and disinfecting of clean rooms in pharmaceutical and technical areas. First of all, we have to talk about GMP standards. GMP standards apply to all kind of production of pharmaceutical ingredients and medicine, and GMP is the most important word in this kind of production. GMP, let's say, is the general rule how to produce pharmaceutical products and components. Являются нормы, которые очень важны для продукции медицинских оборудований, продуктов и в общем медицины. Они были самые главные издательства генеральных норм, которые соблюдаются при производстве медицинской техники или медицинских продуктов, также продуктов пищевого образа и лекарств. So it's the minimum requirements that pharmaceutical or food product manufacturer must meet to assure that the products are of high quality and do not pose risk to consumer or public. GMP-нормы, которые составляют самый минимум, который нужно соблюдать, чтобы гарантировать, что продукт будет стерильный, то есть как чистый, не опасный для потребителя и соответственно всем нужным нормам для хорошего производства. And why is this so important for the cleaning process? Because GMP applies to all parts of the production of medicine and pharmaceuticals, and cleaning is one of the production processes. So the GMP rules apply fully to the cleaning and disinfecting process. Нормы GMP применяются к этому одному процессу производства, то есть клининг это является один из процессов производства, и они полностью гарантируют качество производства как общий процесс продукции.
GMP rules are not identical in all countries, but the thought behind it, the idea, is the same everywhere, although there are slight differences from country to country. Не в каждой стране GMP-нормы одинаковые, но они одинаково применяются, чтобы гарантировать высокий стандарт продукции. In all countries there are different legislation that of course have to be considered, but the GMP is the rule that is above all country-specific legislation. Каждая страна имеет свои собственные нормы и законы для чистого производства, но GMP является как бы общей схемой, которая действительно для всех. So to show you a few basic principles, what GMP means, what GMP is about. So a pharmaceutical facility has to maintain a clean and hygienic manufacturing area. How the definition for that is will follow later on. Мы расскажем вам о некоторых из норм GMP. Например, первая и одна из них – это что окружение производства должно быть чистым. This is so important because the controlled conditions in these clean rooms, they prevent cross-contamination and therefore keep the product safe for human consumption. Чтобы продукт был безопасный для применения на человеке или с человеком, нужно гарантировать стандартный процесс. All critical processes, and this includes the cleaning and disinfecting process, need to be validated to ensure the consistency, the identical results and compliance. Чтобы гарантировать равномерное качество, высокое качество производства, нужно соблюдать эти нормы. In practice, it means that cleaning until clean is not an appropriate approach, so you have to define the process in advance and validate that the result is correct, and then you have to repeat your process each day, not try until it's okay, but prove that it is okay, and then do the same thing again and again. Сначала нужно составить план, который должен быть каждый раз одинаковым, содержать всегда, каждый раз при каждой уборке одинаковые нормы. То есть не пробовать, пока это просто будет чисто, то есть заранее утверждать, что система, которая применяется, надежна и каждый раз функционирует, действует одинаково. То есть вы при каждой уборке приходите к тому же одинаковому результату. If you change anything within your process, within your workflow, you have to prove, to validate that it is still okay. So the best process is the one that you do not have to change. Самый лучший процесс это тот, который не нужно менять. То есть, если вы какой-нибудь шаг меняете в вашей работе, то нужно подтверждать, что он на самом деле пригоден для применения и приводит к тому же результату. То есть, это и называется валидация, то есть утверждение, что процесс действителен и годен для этого применения. So the process has to be documented, and it's called good documentation practice. So everybody that works with this process has to have a full documentation and workflow for it, and has to be well trained for this process. Человек, который применяет эту чистку, то есть этот клининг, должен иметь документацию. То есть каждый из его шагов должен быть документирован заранее и после этого, и записан всегда одинаково.
if there are any deviations from the process, it has to be documented and proved that it has not done harm to the product. Если какие-либо изменения были, нужно это документировать и доказать, что эти изменения никакого эффекта не имели, то есть негативного. So again, it's better not to have deviations from your process. Таким образом, лучше никаких изменений не делать в процессе уборки. То есть каждая уборка должна происходить одинаково и по одному плану, который составлен заранее. So in summary, the GMP guidelines are not a law. They are not step by step how to produce a pharmaceutical product. They are ideas, guidelines that can change, but they always have the intention to produce the best possible product and the most safe product. GMP не имеют законный характер, то есть они как бы нормы, рекомендации, которые могут даже измениться, но всегда приводят к одному результату, что получаете чистый продукт, то есть чистое производство. So GMP wants that quality is built into the product, not checked afterwards, but already built into the product during the production process. And cleaning is a very important part of this production process. Само очищение чистых помещений является как бы тоже продукционным процессом, то есть он включен в продукт. Должно то же самое качество вашей уборки иметь, как и вашей, собственно, продукции. So now to the classifications of clean room according to GMP and ISO, International Standard Organization. Есть две нормы, то есть GMP и ISO, которые применяются при уборке чистых помещений или классификации и квалификации чистых помещений. Есть разные классы чистых помещений, которые мы расскажем. Simple question, what is a clean room? A clean room is a controlled area where only a limited number of particles or germs are allowed. Сначала вопрос, что такое чистые помещения? Чистое помещение – это контролируемая комната или помещение, в котором каждая частица имеет нормы, то есть измеряется, сколько частиц в этих комнатах и сколько они, какую норму они не должны превышать. So this is a list of how clean rooms are classified, and there we can see three main ways of classification. We see the old classification by the US federal standard only on the numbers of particles per square foot of air in the